Привет! Меня зовут Миша Заебат, и это мой Nissan Laurel C33. Как мы видим, машина на данный момент переживает не самые лучшие времена. Лавр научил меня всему, что я знаю о вождении, и мне кажется, настало время сказать ему спасибо и немножко его обновить. Эту машину купил я в конце 2019 года с одной единственной задачей – научиться кататься боком по горным серпантинам. И выглядит она именно так, как должна выглядеть машина для обучения. Каждая царапинка, каждый скол, каждая трещина на ЛКП – это результат моей ошибки и приобретенного опыта. Я всегда хотел привести ее в порядок и покрасить, но, во-первых, были более важные задачи. Например, как-то раз у меня лег мотор, и нужно было заниматься этим. То же самое происходило и с более малозначительными поломками. И в общем и целом просто было не до этого. А во-вторых, если передо мной становился выбор поехать покататься и потратить последние деньги на резину, но сделать это сейчас, или отложить на покраску и поездить в каком-то непонятном, необозримом будущем, то, конечно же, я выбирал первое. Поскольку, как мне кажется, лучше часто кататься на более-менее выглядящей машине, чем очень редко на красивой. Но в 2023 году произошла пара неприятных и сильных крэшей, которые сделали из более-менее нормальной стритовой машины, ну, откровенно говоря, пивную отрыжку. Сначала я бью морду, Саша быстро ее делает, но капот становится черным, а бамперу приходит, окончательный пиздец. А после практически сразу очень сильно ударяю в жопу. Жопа пострадала прям очень сильно. Уехал фартук, уехало заднее крыло, и самое неприятное, немного сместилась геометрия задницы. Мне ничего не оставалось, кроме как договориться с Толей о том, что в 2024 произойдет полный ребилд этого автомобиля вместе с покраской. Но начали мы, конечно, с жопы. Хуй его, надо смотреть, как мы вообще тут вырезать все это будем. Еблысь. В общем, как вы поняли, мы начали с самой большой проблемы, с жопы, на которую я нашел приключений. Изначально мы рассматривали два варианта. Либо полностью отпилить ее и приварить уже новую металлическую, либо же забить уже на все, сделать из этой машины совсем корч, отпилить жопу и убрать функциональность багажника. И, соответственно, поставить пластик. Ни одно из этих решений, если честно, меня не очень устраивало, потому что в первом случае было бы много работы, много мороки и очень много денег. А во втором, если честно, не нравятся мне эти дребезжащие РДСные жопы, которые существуют совершенно отдельно от кузова. Поэтому мы выбрали нечто среднее. Пойдем покажу. Когда мы начали дефектовать машину и вытягивать ее по геометрии, мы поняли, что точно ничего не получится с металлом, с этим сделать, который здесь есть сверху. Он стал, помимо того, что весь жеванный, так еще и стал весь в дырках. Кромсанию подверглась только верхняя часть крыльев и фартука. Нижнюю мы оставили металлической. Как мы крепили этот обвес? Благодаря тому, что он был довольно ровным и не сильно даже пришлось подпиливать, учитывая, что мы лезли стык в стык, мы просто закрепили расширение на клепке в тех местах, в которых его будет не видно. Что это сделано? Для того, чтобы сохранить функциональность багажника, чтобы в него все еще можно было складывать покрышки и чтобы он все еще был жесткий. Но при этом нам не пришлось ничего тянуть, выкраивать. Опять же, как я говорил, работать с металлом это вообще не просто, не быстро и не дешево. И еще и приятный бонус – расширение плюс 25 с каждой стороны. Как мы можем обратить внимание, нет клепок на видимых местах. Более того, на самом деле тут пока еще и герметика нет. Это был еще одним моим небольшим пунктиком, потому что мне очень не хотелось, чтобы это выглядело как прям уже настоящее расширение.
потому что по факту оно повторяет формы кузова, и на моей безобвесной машине эти клепки снаружи выглядели немножко бы странно. Естественно, на этом мы не собираемся заканчивать. Самое интересное еще впереди. Полная покраска кузова со всем восстановлением. Все детали я уже нашел, такие как задний бампер, передний бампер и все остальное. Единственное, что не нашел, это вот этого зеркала. Становится очевидным, что нынешние колеса уже не будут подходить к концепции нового лука моего автомобиля. Поэтому с Пашей и Толей мы подобрали классный комплектик, который я тоже покажу в следующем видео, и машина выкатится уже на новых колесах. Таким вот получился ролик о первой части ребилда моего автомобиля. Это мой первый опыт перед камерой в таком формате, поэтому, конечно же, более чем приветствуется обратная связь любого характера. Также, если вам понравилось то, что вы увидели, обязательно подписывайтесь, потому что сейчас я пытаюсь наладить процесс постоянного выпуска роликов. Обещать не буду, но очень постараюсь раз в месяц. Нашей целью было не восстановление музейного экспоната, а просто функциональный рефреш автомобиля, который еще не раз получит по той части, которую мы, собственно, и восстанавливали. Поэтому, предваряя все возможные комментарии, да, я понимаю, что я распилил машину, но я распилил старый Nissan, главная цель которого – это получать удовольствие от вождения и при этом выглядеть неплохо. Да, Паша поинтересовался, что тут у меня за наклейки. Наклейки в мире японского тюнинга значит не только наклейки. Обычно это означает принадлежность к какому-то клубу. И я на двух разных ковшах собираю две разные как бы стези. Наш русский GDM. Вот. И на том ковше в основном японские наклейки. Соответственно, вот это вот наш сервис дружественный в Краснодаре, Niceway. Вот это Антон Кейс, перевернувшийся на Ахуне. Вот это Такинаси, ребята, которые шили крутую одежду из Питера. Собственно, моя наклейка. Что там еще есть? Таганрог, Владивосток, Фитухи со Стритухи. Опять, Хабаровск, в свою очередь. Это наклейка Маки Румаса. Fiberfab, ребята, которые делают очень крутой пластик. Кстати, Миша Журова, что-то наклейки у меня здесь нет, но я думаю, появится. Wrong Cars Owners, это чуваки из Нижнего Новгорода. Его там не видно, но уже выцветший Димас висит.